Всем привет! Вы на канале BuildBlog. Сегодня мы поговорим про проект, который называется Фантон. Что это такое? Что это за фэнтези-футбол? Давайте вместе разбираться. А пока подпишись на канал и не забудь поставить лайк этому видео, если оно будет для тебя максимально полезным. Итак, проект Фантон, он стартовал буквально недавно, то есть это был конец ноября, когда администрация проекта запустила бета-версию. То есть этот фэнтези-проект существует всего, по сути дела, 3 месяца. Здесь, как и в обычном фэнтези, вы также собираете свои команды, но есть некий подвох. То есть, если вы в обычном классическом фэнтези собираете либо 5 игроков, либо 11 игроков, то здесь нужно всего 4 игрока собрать, и 5-й у вас будет заменой любой позиции. Если ваш игрок вдруг не сыграл, то замена вместо него сыграет. Интересный вариант разнообразить обычные будни фэнтезистов. Также есть большое отличие по сравнению с РР, или же Ultimate Champions, или The Football Club. Здесь как раз таки классический скоринг фэнтези. Вы зарабатываете очки только за результативные действия игроков. Какие-то дополнительные показатели пока не учитываются. Но администрация проекта обещала, говорила, что они будут чуть расширять, усовершенствовать скоринг, но пока видится то, что это классическое фэнтези, в которое можно залететь. Что также немаловажно, этот проект работает в WebApp Telegram. То есть это обычный бот в Телеграме, в котором можно играть. Не нужно никаких сайтов, никаких дополнительных регистраций, не нужно ничего. Просто заходите в свой Телеграм. Кстати, если вы не подписаны на мой Телеграм-аккаунт, то лучше подписаться, ссылочка будет в описании. Заходите в Телеграм и в Телеграме играете. То есть никаких лишних телодвижений вам делать не нужно. Это большой плюс. Дополнительной регистрации тоже не нужно. Там есть платные турниры и есть бесплатные. Что ж, давайте перейдем к делу, посмотрим, что же это такое за фэнтези-футбол. Итак, вот таким образом у нас выглядит самый обычный бот, в который мы нажимаем «Играть». И у нас открываются фэнтези-турниры. То есть здесь по геймдизайну все очень, в принципе, легко и понятно. Также и по функционалу. То есть минималистично все сделано, все довольно-таки понятно. Вот они турниры предстоящие, которые мы отыграли. Если мы хотим собрать состав, то вот мы заходим просто в вкладочку, нажимаем турниры, выбираем. Тут только топ-5 чемпионатов, которые идут. Это Англия, Испания, Франция, Германия, Италия. Лига чемпионов есть, объединенные топ-5 чемпионатов и Катар 2022, который уже завершился. Думаю, что скоро вкладочку эту уберут. Есть бесплатные турниры и есть платные турниры. Платные турниры играются на криптовалюте Toncoin, довольно популярная в странах СНГ теперь крипта. Она поддерживается в самом Телеграме, то есть, по сути дела, вам из Телеграма можно никуда не переходить и купить и продать тон можно в том же Телеграме, никуда не выходя. То есть есть официальное приложение Wallet, допустим, в котором можно обменять криптовалюту или же даже хранить. То есть сторонние кошельки никакие вам использовать не нужно. Но есть у вас некое недоверие к самому Телеграму. С этим я, в принципе, полностью согласен, потому что Телеграм-аккаунт могут угнать ваш. Очень много приходит там вредоносных ссылок. Мне тоже там скидывают. Я тебе дарю 5 месяцев подписки Telegram Premium. Ну, классно, ты переходишь на эту ссылку, и твой Telegram-аккаунт становится мошенническим. Поэтому, если вы хотите, то регистрируйте криптокошелек TonKeeper себе. Ссылочка будет в описании, в закрепленном комментарии, чтобы вам было проще туда перейти и зарегистрироваться. И просто из TonKeeper также переводите сюда. Тут все, в принципе, подключено. Допустим, сейчас вот ждем. Так, платный турнир. Англия, да, скоро будет. То есть мы оплачиваем, нажимаем Pay in TonKeeper, то есть оплачиваем TonKeeper и можем участвовать. То есть платный турнир стоит 6 тонн. Это примерно сейчас $12. Что там по наградам? Давайте посмотрим. Так, prizes. Вот. То есть здесь мы получаем NFT карточки или же тоны.
да, за первое место, за второе, за третье, с четвертого и далее мест мы получаем от 1 до 10 тонн. Как я узнавал у администрации, это с верхнего места по самое низкое место, то есть чем выше место вы занимаете, тем больше количество тонн вы получаете. В принципе, такой же алгоритм получения наград, как и в Sorare, Ultimate Champions или же даже в The Football Club. То есть, чем выше вы занимаете место, тем больше у вас наград. Ну, как, в принципе, все и устроено. Чтобы собрать команду, давайте бесплатным соберем, зайдем в Англию. Вы выбираете игроков, то есть можете выбрать любого игрока, не обязательно кого-то там покупать, как в том же The Football Club, нужно какие-то майки, не обязательно как Ultimate Champions. Выбирать игроков, и тех, которых вам дали, вы их же используете, также и покупать отдельных игроков. Есть, конечно, в проекте также NFT, про которые я вам чуть позже расскажу, но главный функционал в том, что вы можете выбирать футболистов абсолютно любых, и это не нужно ничего покупать. Это прям огромнейший плюс площадки. То есть, если вы хотите поиграть в фри-то-плей, что-то попробовать выиграть, очень даже неплохой вариант. Выбирать пока вы можете абсолютно любых игроков, даже из одного клуба, всех 5 собрать. Но администрация проекта обещает, что в скором времени будет максимум доступно 2 игрока из одного клуба. Так, ну кого давайте поставим, там, не знаю, Рубена Диаса на защитника, на полузащитника Бруно Фернандеса, и давайте там Алисона поставим. Ну а резервного игрока, ну давайте поставим Фила Фодена. То есть, чтобы сейчас по функционалу вы могли выбрать игрока дополнительного, нужно еще раз пройти вот этот драфт. То есть раньше были здесь common паки, вы постоянно каждый раз выбирали белые эти карточки, но теперь администрация проекта уходит от этого и больше не будет никаких белых наград. То есть вы играете только за призы, которые ценные. Ничего вам больше не нужно, просто зашли, тыкнули, весьма неплохо. Play with this team. Здесь мы зарегистрировались в турнире, довольно-таки просто, ничего сверхсложного нет. Prizes, то есть мы можем также посмотреть, какие есть вообще награды за бесплатные турниры. Здесь только NFT-шки выдаются и common паки, которые скоро будут ничего не стоить, и их раздавать не будут. И платные турниры тоже скоро изменятся, как говорят. Платежная система, то есть будет более понятна и более интереснее награда. Ну и также, что администрация проекта уже анонсировала, то это будет 4 вида турнира. Как вы видели, есть платные и бесплатные, но будет также на NFT и без NFT. Что такое NFT? Для чего они здесь нужны? NFT-карточки приносят дополнительный скоринг. Их всего есть 2 вида. Легендарный и эпический. Легендарная 1 карточка, эпический 3. То есть не так много NFT, но в принципе много и не нужно, потому что их будут сдавать в аренду, как тоже это написано в дорожной карте проекта. Что еще могу сказать? По поводу NFT дают дополнительный скоринг. То есть, если у вас легендарная карточка игрока, то она умножается на 2. То есть, допустим, Эрлинг Холланд забил, принес вам 20 очков, то легендарная карточка получает 40 очков Холланда, а эпическая получает 30 очков. Но с учетом того, что будут платные турниры, которые с NFT-картами, то там будут бороться все киты, которые купили до этого себе NFT-карты и их используют. В бесплатном, так скажем, турнире NFT также будут бороться игроки с NFT. А для тех, кто любит просто классический фэнтези без каких-то там либо NFT, то есть вы хотите просто прийти в проект, поиграть в фэнтези-футбол, пожалуйста, турнир, регистрируемся. Будет также бесплатный турнир, где вы можете выиграть NFT-шки, или же платные турниры на обычных картах, где не будет никаких множителей и будет только ваш результат показываться. То есть, как мы любили драфт. Это как раз некий аналог Draft King, либо же Фантима, где вы просто заходили, платили за вступительные взносы и дальше решал ваш скилл. Есть также чаты. То есть вы можете перейти в чат, который есть русскоязычный. Он называется Phantom.ru. То есть здесь русскоязычное есть комьюнити, есть чаты. Можете туда перейти. Ну и более подробно, конечно же, ознакомиться. Проект живой, проект развивается.
что немаловажно. И есть некий аналог, потому что те, кто из России пытаются поиграть на том же Фантиме, это сделать сложно. Нужно через букмекерские конторы, да, 1Win и так далее, переходить. И только так можно зарегистрироваться. То здесь, в принципе, тот же самый аналог, только немножко объем игры. Не 11 игроков вы должны собрать и 3 запасных, а 4 игрока и 1 запасного. Игроков меньше, но зато гораздо интереснее. Можете собрать самых сильных и посоревноваться на самых сильных игроках. Хороший вариант замены классического фэнтези. Надеюсь, это видео было вам максимально полезно, поэтому ставьте лайки и, конечно же, не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Всем спасибо за просмотр. Пока!